Привет! Я продолжаю эксперименты с цементом. Сегодня вы увидите, как первоначально задуманная идея превращается во что-то иное. Подставку для ножей начинаю с внутренней части опалубки, того места, куда будут вставляться ножи. За высоту решила взять длину деревянных шпажек, чтобы потом их не подрезать. Это 32 сантиметра, а длина и ширина по 9 сантиметров. Для защиты от влаги обклеиваю детали пленкой-самоклейкой. Чтобы конструкция не продавилась под давлением, вклеиваю перегородки. Сразу скажу заранее, лучше в эти получившиеся ячейки засыпать что-то тяжелое, например, камни или песок. Так как во многих видео по бетону конструкцию делают из картона, я решила для опалубки взять коробку из-под вазы, она идеально подошла по размеру. От коробки отрезаю все лишнее и внутри проклеиваю самоклеющейся бумагой. Здесь мне захотелось поэкспериментировать. На горячий клей-пистолет приклеила капельницу. Таким образом на бетоне останутся углубления. Капельницу выбрала потому, что трубочка очень мягкая. Когда форма согнется, угол станет идеальным. Скотчем соединяю стороны этой детали между собой. Из куска мебельного щита вырезаю основание, на которое будет заливаться бетонная конструкция. Вкручиваю саморезы в хаотичном порядке. Чтобы дерево не впитало в себя влагу, покрываю лаком в несколько слоев. На саморезы накручиваю проволоку. Это будет арматура для крепкого соединения бетона с деревом. Соединяю опалубку с основанием на горячий клей-пистолет. Хорошенько поразмыслив, решила все-таки дополнительно укрепить конструкцию кусочками пенополистирола, чтобы быть стопроцентно уверенным, что она выдержит нагрузку цемента. Пенополистирол у меня остался от изготовления настольной игры. Ссылку оставлю в описании и в подсказке в углу экрана. Забегая вперед, скажу, что когда залила бетоном, цемент начал выдавливать нижнюю часть формы и пришлось дополнительно фиксировать скотчем. В ведро насыпаю готовую цементную смесь и чистый цемент в соотношении 2 к 1. Смешиваю с водой до состояния густой сметаны. Выкладываю смесь на дно и немножко трясу, чтобы вышел воздух и равномерно распределился бетон. Дополнительно утяжелив камнями, вставляю центральную часть и продолжаю заливать бортики цементной смесью. Но несмотря на камни, внутренняя часть все время пытается всплыть, и мне постоянно приходилось ее вдавливать обратно вниз. Одного замеса бетона мне не хватило, и во вторую порцию добавила черного колера. Размешала. Но мне показалось, этого колера мало, и я добавила еще.
Докладываю смесь до верха и стучу по стенкам. Так как внутренняя деталь у меня легкая, то она все время выползала наверх, поэтому мне пришлось позвать супруга, чтобы он мне помог крепко-накрепко зафиксировать ее скотчем. И всю эту конструкцию оставила на 3 дня отвердевать. И наконец пришло время посмотреть, что же получилось. Очень аккуратно и не спеша разрезаю и достаю внутреннюю часть. Пришлось приложить немало усилий, чтобы ее извлечь. Получилось вот такое глубокое прямоугольное дно. Разбирая всю конструкцию из пенополистирола, я очень удивилась, как же делают опалубку из тонкого картона, и у них получаются вазы. Без дополнительного усиления моя конструкция точно бы не выдержала. Капельница осталась в бетоне, но она легко отошла. Но единственное, что плохо убиралось, это клей от клеевого пистолета. Так как при отвердевании бетона повышается температура, то клей подтаял и впитался в конструкцию. Скорее всего, нужно было фиксировать капельницу на клей-момент. С помощью ножа отрезаю остатки клея. От добавления колера ожидала большего эффекта, а получилось, что разница по тону между верхней и нижней частью практически незаметна. При ошкуривании появились вертикальные следы от гофрированного картона. А когда наждачка обрабатывала верхнюю часть, то случайно откололся угол. На помощь пришел клей ПВА. Кусочек приклеился намертво. Так как углубления капельницы получились не такими ровными, как задумывалось, решила их зашпаклевать. Под рукой оказалась только шпаклевка по дереву, но лучше, конечно, использовать шпаклевку для стен. Она легче шкурится и меньше проседает. Или затирку для плитки. Перед покраской очищаю деревянное основание. Здесь нужно было бы остановиться и оставить цвет естественного дерева. Но меня опять понесло на эксперименты, и я решила покрыть водной морилкой, смешав палисандр и дуб. После высыхания прошлась наждачкой. Как я ни старалась глубину подогнать под высоту бамбуковых шпажек, все равно она получилась меньше. Все из-за того, что внутренняя часть опалубки была легкой и все время всплывала. Высоту шпажек решила сделать такую, чтобы они чуть возвышались над бетонным основанием. И вот уже можно вставлять палочки на место и наслаждаться новой удобной подставкой. Но эксперимент с морилками меня не устроил. Темное основание не сочетается с белыми полосками. Решением было выбелить его белой акриловой краской, а сверху немножко состарить при помощи наждачной бумаги. Все нарезанные палочки вставляю вовнутрь, и можно пользоваться. Вот такая получилась тяжелая и брутальная подставка. Она хорошо держит ножи, но меня не устраивают эти вертикальные полосы, которые остались от картона, и деревянное основание не совсем подходит по цвету к этой конструкции. Для того, чтобы труды не пропали даром, займусь ее декорированием и превращу во что-то иное. Наждачкой ошкуриваю основание до цвета чистой древесины. Малярным скотчем обклеиваю бетонное основание. И заклеиваю центральную часть вместе с белыми полосками. Дерево покрываю пчелиным воском. Более подробно об этой технологии смотрите в видео про деревянную хлебницу. Ссылка в описании и в углу экрана. Убираю скотч и теперь заклеиваю деревянное основание.
Далее развожу чистый цемент с водой, без песка. Предварительно с помощью кисти поверхность смачиваю водой. Шпателем наношу тонкий ровный слой цемента. Важно это делать очень быстро, так как вода впитывается и цемент быстро становится твердым. При помощи жесткой кисти делаю поверхность фактурной. Иногда рисунок не получается с первого раза, поэтому я убираю не получившийся участок шпателем, хорошенько размешиваю смесь и наношу заново. И так до того результата, пока он меня не устроит. Цемент очень быстро схватывается и высыхает. Получается очень красивый переход цвета от серого к сизому и голубому. Через 2 часа аккуратно снимаю весь малярный скотч. Здесь нужно быть осторожным, цемент еще очень хрупкий. Легкими движениями прохожу мелкой наждачкой, чтобы немного выровнять поверхность и сгладить острые выступы. Пылесосом убираю пыль, так как я побоялась повредить пока еще хрупкую цементную поверхность тряпкой. Жду пару дней до отвердевания и покрываю строительной грунтовкой. Она добавит прочность поверхности. Так как деревянное основание заклеило 2 слоями малярного скотча, это хорошо защитило от грязи. Основание осталось идеально чистым. Некрасивый стык между бетоном и деревом закрываю хлопковой нитью. Делаю несколько круговых витков до нужной высоты. Также хлопковой нитью декорирую участок между белыми полосками. Осталось отрезать горловину от пластиковой бутылки, налить воды и поставить цветы. Подставку для ножей просто не узнать, она превратилась в атмосферную вазу. А что вам больше понравилось, подставка или ваза? Пишите в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Пока!